Minecraft Transit Railway версии 4.0.0 вышел довольно давно, но так как мне хочется записать что-то кроме метро Екатеринбурга, почему бы не попробовать что-то новое? На Мадренте написано, что версия 4.0 это с нуля переписанный мод, в связи с чем лага как на серверах, так и на клиенте, то есть в одиночке, будет меньше. В этом видео я кратко расскажу вам о нововведениях мода и сравню его с версией 3.2. Не буду больше вас затягивать, приятного просмотра. Как вы уже увидели, одним из новых поездов является класс 345 с линии Элизабет железной дороги Лондона. Однако это еще не все, вместе с ним были добавлены поезд метро Токио серии 9000, поезда метро Лондона серии S7 и S8, которые отличаются салоном, Siemens S700 для низких и для высоких платформ, из которых последний сделан только для мода, по крайней мере я так думаю. Также были добавлены рождественские версии поездов C1141A, а также И-44. Теперь про создание поездов. В новой версии можно составлять свои поезда. Абсолютно любой вагон можно поставить в любое место. Но пределом вашей креативности будет только длина депо. В той же вкладке можно выбрать отдельно скорость ускорения и торможения. Также доступных значений стало больше. Можно настроить то, будет ли поезд ждать на платформе, если он приехал раньше, и будет ли превышать скорость на указанное значение в процентах, если тот опаздывает. Обе настройки можно выключить, если они не нужны. Если говорить про изменения в работе поездов, то можно отметить, что реакция поезда на ограничение скорости была изменена. Поезд теперь замедляется перед тем, как въехать на рельс с более низкой скоростью. Управляя транспортом, вам теперь нужно самому останавливаться на станциях. Соответственно, станцию теперь можно проехать без остановки, что в некоторых случаях даже плюс, но только если дальше продолжается путь. В противном случае поезд остановится самостоятельно. Въезжая на станцию, в правой части экрана появится небольшое окно, показывающее место остановки и расстояние до него. Также было добавлено несколько визуальных изменений при движении поездов. Теперь их тележки следуют за путями, гармошки между вагонами соединены, и проезжая через путевой узел, вагоны покачиваются. Силу покачивания можно изменить в настройках мода. Прокладывая пути, вы можете видеть, как они будут проходить. Показана длина пути, радиус поворота, а также то, по каким координатам будет меняться путь. Нажав кисточкой по путевому узлу, можно редактировать плавность спусков. Из NTE также была добавлена возможность изменения модели пути. Можно добавить несколько моделей сразу. Прокладывая пути дальше, сохранится его последняя модель. После перезахода в мир сбрасывается. Если вы хотите, чтобы рельсы были невидимыми, например, вы строите автобусы, уберите вообще все из списка справа. Из небольшого, но очень приятного обновления можно выделить значительно возросшую скорость строительства туннелей и мостов. В новой версии была добавлена возможность ставить сигналы не только под прямым углом, но и по диагонали. Поведение сигналов тоже было изменено.
Теперь можно выбирать, на какой цвет пути будет реагировать светофор. Выбрать можно несколько цветов сразу. Для того, чтобы изменить поведение светофора, нужно нажать по нему кисточкой. Также, если взять в руки рельсу, можно посмотреть, на какие цвета реагирует светофор. Были добавлены полублоки платформ, что пригодится для постройки станций для трамваев, и новый блок мозаики, также его полублок и версии под цвет станций. В нескольких видео на канале разработчика были показаны новые возможности для редактирования табло прибытия. Можно было показать время прибытия поезда, основываясь на времени на вашем компьютере. Также можно было показать то, насколько поезд будет опаздывать. При этом покрасить все это в разные цвета и расположить вообще где угодно на табло прибытия. К сожалению, функция не была добавлена или не работает на момент записи видео. Я проверял. Вы знаете, что такое горизонтальный лифт? Ну в смысле, реально лифт. Вы все правильно видите. Одни лифты могут двигаться не только вверх-вниз, но вправо, влево. Все то же самое, только по диагонали и вообще куда угодно, где проложен путь. Из Nemes Transit Expansion была перенесена возможность добавления моделей формата OBJ. Однако не все паки, созданные под более старую версию, работают нормально. В некоторых паках могут отсутствовать текстуры. Иногда это что-то незначительное и незаметное. А иногда у целой модели отсутствует текстура. Поэтому, если вы используете, например, метропак, транспортпак и так далее, то пока вам стоит остаться на версии 3.2 с NDE и ожидать переноса паков на новую версию. Онлайн-карта была улучшена. Теперь она может отображать пересадки и время до прибытия поезда. Не знаете, как доехать до какой-либо станции? Карта построит вам маршрут от и до нужной вам станции. Работает карта как на сервере, так и в одиночной игре. Только помните, чтобы карта работала в одиночке, нужно, чтобы вы были в вашем мире. Создатель ресурс паков переехал из игры в браузер. Теперь он разделен на 4 страницы. На первый выбор – создать новый или отредактировать уже существующий пак. На второй странице вы редактируете и собираете модель. И именно на этой странице вы можете определять тип транспорта – самолет, поезд или корабль, задавать значение длины поезда. Также можно выбрать из некоторых звуков и прослушать их. На третьей странице находятся кнопки открытия дверей, скрытия меню паузы, а также принудительной перезагрузки ресурсов мода, которая нужна, если вы что-то изменили, но изменения не показываются в игре. На четвертой странице вы пишете название и описание для ресурс пака, который по нажатии кнопки «Экспортировать» поместится вам в папку Resource Packs. На канале разработчика вы также сможете найти новый туториал, обновленный до версии 4.0, а также 13 видео, показывающих процесс разработки версии 4.0. Кому-то это, возможно, будет полезно. В новой версии МТР появилось много нового и полезного как для просто игроков, так и для создателей контента, например, создателей новых поездов. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет этого обновления. Спасибо всем за просмотр и с наступившим Новым Годом!